Не знаю, можно ли сюда спускаться. Вид, конечно, шикарный. Сегодня ровно 2 недели моей прокрастинации вот в этом вот прекрасном месте. В общем, решила я, что пора брать себя в руки и начинать действовать. Вперед! В общем, это мое первое видео на YouTube. Я знаю, что оно будет ужасным, но я обещала себе, что я не буду переснимать по несколько дублей. Я буду выкладывать все как есть. У меня масса комплексов и страхов. В студенчестве, в школе я играла в КВН, в театре, но как только я видела камеру, я сразу начинала тупить. Я боюсь достать телефон на людях и начать снимать. Я нервничаю при виде камеры. Но я хочу побороть свои страхи. Это мой эксперимент над собой. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Но для начала мне нужен удобный трипод, чтобы картинка была более-менее приемлемой, а не только моя голова говорящая. За ним я сейчас и отправлюсь. Вот условия. Центр большой. Такой вот режим пропускной. Маски, температура, эскот. Пришла в центр, но сначала кофе. Вторую неделю я мечтаю о кофе с протеиновым батончиком, но только я сняла маску в торговом центре, меня сразу же выставили. Типа, нельзя. Вот так, наслаждаюсь на улице. В общем, во всем торговом центре я не нашла то, что я искала. Идем дальше по улицам Анталии искать нужную мне вещь. Она мне прям вот очень необходима, поскольку я вижу, что я тут наснимала, и мне очень нужна эта штука. Золото, золото, золото. Не знаю, насколько это золото, но они очень любят желтое. И не только желтое. И там золото. И здесь золото. Посмотрите на это разнообразие вкусностей. Слюнями все залила, сказала бы я. Но я люблю мясо. Это какой-то капец. Как же это странно для меня говорить на камеру. Пока только получается говорить, когда никого рядом нет. Но, не знаю, может быть, я когда-нибудь преодолею себя. Будем стараться. Цель поставлена. Идем к ней. А так, посмотрите. Иду вдоль набережной. Трипод я не купила, поэтому как-то так. Да. Весь экран мое лицо. Смотрите, какая красота. Здесь люди работают, видимо, реконструкция. Пока туристов не особо много. Ну а так очень миленько, как в сказке. Сейчас с вами спустимся на набережную. Выглядят примерно все кафе на набережной. Все закрыто. Чертов вирус. Не знаю, можно ли сюда спускаться. Вид, конечно, шикарный. Лететь очень далеко. Эй, друг, иди сюда.
Ой, какой ты игривый. Какой ты игривый, какой ты грязный. И мокрый. Так как все кафе закрыты, это большая проблема найти туалет. И я наконец-то нашла. Наконец-то. Где-то здесь, ближе к пляжу. Сейчас посмотрим, как это все работает. Здесь стоит 2 лиры. По-моему, платить только наличными. В общем, получилось заплатить долларом. Дали жетон. Вот так это работает. В общем, трипод я не купила. Придется снимать вот так вот, как есть. Для чего я, собственно говоря, это делаю? Ну, во-первых, я страстно люблю путешествовать. Я хочу делиться увиденным с другими. Но я не умею это делать красиво. Я не умею просто так вот достать телефон и начать снимать. Вот, посмотрите, вот это вот мандарины, вот это вот там то-то. Я хочу научиться. Я хочу побороть свой страх, достать телефон, снимать, говорить на камеру. Я хочу побороть это, потому что я хочу, чтобы как можно больше людей увидели и зажглись моей страстью. Я хочу, чтобы в первую очередь мои братья и сестры наконец-то побросали свои дела и вот так вот на мое «а поехали» вот в Турцию сказали «а поехали», а почему нет? А во-вторых, ну у меня просто другого выхода нет. Я вот все вот так вот продала и уехала с горячим бразильцем, куда глаза глядят. А глаза пока глядят вот на Турцию, на Анталию. Не знаю, сколько я здесь буду. Мне надо завершать как-то видео, и я понятия не имею, как его завершать. Я вообще только учусь. Я не знаю, как у меня получится, но, в общем, завершаю вот таким прекрасным видом.